Жил однажды уважаемый всеми человек. Не было у него сына. День и ночь горевал он, плохо пил, плохо ел, еще хуже спал. Много лет прошло, и, наконец, жена родила ему сына. Да такого красавчика, что только ясный месяц с ним мог сравниться. На радостях счастливый отец устроил большой пир. На пиру том народ веселился 2 ночи и 2 дня. По желанию родовых старейшин новорожденного назвали Бозбала. Но скоро веселье омрачилось. На 7-й день умерла мать Бозбалы. Стали новорожденного кормить молоком козы. Когда Бозбале исполнилось 2 года, отец его взял себе 2-ю жену. Мачеха не очень привечала пасынка, а когда у нее родился сын, и вовсе не взлюбила Бозбалу. Спать укладывала где-нибудь в темном углу, попрекала даже куском хлеба. Подошло время. Бозбала поступил в школу. Когда он возвращался из школы, отец усаживал его на колени, заставлял читать вслух, ласково разговаривал с ним. Мачехе это очень не нравилось. Она сейчас же усаживала на колени мужа своего сына, а Бозбалу стыдила. «Уходи, здоровенный ты парень, а не стыдно у отца на коленях сидеть? Видишь, братишка твой посидеть хочет». Коза, кормившая молоком Бозбалу в детстве, принесла козленка невиданной красоты. Бозбала назвал козленка своим, зубами пометил ему уши и сам за ним ухаживал. Коза-мать 3 раза в день приходила кормить своего детеныша и снова уходила в степь. А козленок оставался дома и играл с Бозбалой. Мальчик даже научил своего любимца говорить по-человечески. Когда мачеха обижала Бозбалу, мальчик уходил с козленком в степь и рассказывал ему о своих горестях. Видит мачеха, что сколько она не обижает пасынка, он никогда не плачет. Стала она придумывать, чем бы больше его донять и обидеть. Была у мачехи мать-старуха, со сморщенным лицом, с беззубым ртом, большая мастерица по части всяких хитростей и плутней. Старуха сказала: «Муж твой скоро уедет по торговым делам. Всякий раз, когда пасынок попросит есть, давай ему горелую лепешку, а своему сыну сдобную. Бозбала обидится и уйдет из дома, а если пожалуется отцу, ты накричи побольше, да свали вину на него же. Муж в гневе и сам отправит куда-нибудь своего сына. Вот ты избавишься от него». Мачеха так и поступила, как советовала старуха. Бозбала загоревал. Вышел он в сад и сел там, низко опустив голову. «Бозбала, о чем ты горюешь?» – спросил козленок. «Эх, если бы ты сумел помочь, расскажи мне, может быть, я что-нибудь придумаю». Бозбала заплакал и все рассказал, а козленок ответил: «Не плачь, отдай мне горелую лепешку, а я тебе раздобуду вкусной еды». Бозбала покрошил лепешку. Козленок съел ее, поднял вверх мордочку и заблеял. Смотрит Бозбала, а перед ним блюдо с пловом. Так Бозбала каждый день отдавал горелую лепешку козленку, а взамен получал плов. Однажды мачеха подсмотрела, как Бозбала ест плов. Побежала она к своей матери. Старуха подумала и говорит: «Когда вернется муж, прикинься больной и попроси, зарежь, мол, козленка твоего сынишки, тогда я поправлюсь». Жена Бея так и сделала. Когда муж приехал, она притворилась больной и стала со слезами просить его зарезать козленка. Бей сейчас же послал за мясником. Из мяса устроили угощение, а голову закопали. Приходит Бозбала из школы, а козленка нет. Спросил он брата, а тот ответил: «Приехал отец
и велел зарезать козленка, чтобы устроить пир. «Теперь это место стало мне постылым», – сказал Бозбала и ушел из дома. Сколько отец не звал его, сколько не кричал, но Бозбала даже не обернулся. Идет Бозбала по Кишлачной улице, а навстречу ему два его задушевных друга, молодые джигиты. «Добрый путь! Куда идешь?» – спрашивают. Бозбала рассказал о своем горе. «А теперь прощайте, я в этих местах не останусь». «Подожди», – говорят ему джигиты, – «мы тоже пойдем вместе с тобой». Шли они дружно, точно три брата. Долго они шли и много прошли. Подошли друзья к берегу большой реки. Смотрят, стоит прекрасный дворец. Уселись они под одним деревом, перекусили, двое легли спать, а третий остался караулить. Из дворца вышла девушка с золотым кувшином, подошла к реке и стала брать воду. Увидела она друзей, засмотрелась на них и уронила кувшин в реку. Подошла девушка и спрашивает: «Кто вы? Откуда идете?» Джигит рассказал все, как было. «А сама ты кто?» – спросил он девушку. «Я прислужница Айпарчи». «Я прислужница Айпарчи, дочери здешнего хана. Хан собирается выдать дочь замуж. Я пошла принести воды помыть голову моей госпоже, да засмотрелась на вас и упустила в воду кувшин. Что я скажу теперь?» – сказала девушка и ушла во дворец. Айпарча спросила прислужницу, почему она так долго не приходила. Девушка рассказала о 3 юношах. Айпарча подошла к калитке, выглянула, увидела спящего Бозбалу, и сердце ее поразила любовь. Ахнула она и упала без чувств. Рабыня побрызгала ее розовой водой и привела в себя. Айпарча приказала принести 2 красных яблока. Нацелившись, она бросила одно в Бозбалу. Бозбала вскочил, глядит, у калитки улыбается ему раскрывшаяся роза. «Что за девушка? Не сон ли это?» – подумал Бозбала, протирая глаза. А девушка бросила ему 2 яблоко. Бозбала с первого взгляда загорелся любовью. Он приблизился к калитке, поздоровался с девушкой, дочь хана, и говорит: «Отец меня выдает за нелюбимого. Убежим?» «У меня, – отвечает ей Бозбала, – есть 2 друга. Что мы с ними будем делать?» «Они пойдут с нами», – ответила ханская дочь. «Ночью, когда все будут спать, приходи сюда к калитке. Я буду ждать тебя с 2 лошадьми». «Хорошо», – сказал Бозбала и, вернувшись к друзьям, рассказал им обо всем. Ночью Бозбала пришел ко дворцу, а девушка уже ждет его. Айпарча попрощалась с дворцом и с родиной, и они отправились в путь. Ехали они долго и проехали много. Когда миновало 5 ночей и 5 дней, подъехали они к покинутому замку. Вошли они вовнутрь, смотрят, комнаты богато убраны, полы устланы коврами и паласами, а людей никого. Что будет, то будет, решили они и стали здесь жить. Когда минуло 10 дней, подошли друзья Бозбалы. Стали они тоже жить в этом замке. Каждый день один уезжал на охоту, тем и кормились. Так Бозбала достиг своих желаний. Аудиорассказы от Идемы Лайв.